Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин. Я приветствую вас на своем канале Хобби Столярка. Сегодняшняя моя задача — это склеить два фасада, два неразборных фасада, филенчатых, вот такого типа, под углом 45 градусов. Сейчас он собран просто на сухую. Надо сказать, что с этими двумя фасадами, вот они, я немножко накосячил. Я обслуживал свою торцовочную пилу и сбил угол 45 градусов. Поэтому эти две рамки у меня получились не совсем идентичных размеров. Отличие где-то пару миллиметров есть. Но я придумал, как выйти из положения, поскольку я не очень жестко завязан на некоторых размерах в изделии. Я их потом просто обкатаю одну под другую. Ну а филеночку сделаю несколько поменьше, тоже чтобы они немножко отличались. Эти два фасада будут прилагаться к разным изделиям. Эти изделия не будут стоять рядом, так что я не думаю, что это кому-то бросится в глаза. Но наука, впредь будьте внимательней. Поскольку вот такой косяк произошел, изначально я планировал собирать эту рамку на шканты. У меня их очень много, шестерочных. Вот. Но поскольку произошел косяк, я понял, что их придется регулировать, подгонять, тщательно выводить угол близкий к 90. Я пошел по другому пути. Я использовал ламельный фрезер. Ну и чтобы фасадик не развалился, я использовал сразу две ламельки. Ламельник у меня простой, интерсколовский. Надо будет как-нибудь показать, как я им работаю. Кроме того, в этих деталях я уже изготовил паз, куда будет вставляться филенка, с помощью вот такой фрезы. Высота режущей кромки 6 миллиметров. Надо сказать, что практически все свои изделия филенчатые, где встречается филенка, я изготавливаю вот пазы с помощью этой фрезы. Фреза неизвестного китайского происхождения, купленная в старые лохматые времена, лет 5 ей точно есть. Действует, работает, тем более после этого все равно нужно дошлифовывать. У меня есть комплекты для изготовления фасадов, тоже китайские. Я люблю Китай. Вот. Но диаметр этих фрез больше, чем диаметр отверстия самого фрезера. Поэтому как-то мне немножко страшновато. Я однажды попробовал поработать. Получилось прекрасно, все замечательно. Но страшновато. Думаю, вдруг сорвется, вдруг я окажусь невнимательным, вдруг я не закреплю, вдруг все это рухнет, и металл по металлу, искра, куда фреза полетела. В общем, я пока отставил эту затею. Пока задачи ее использовать нет, я ее и не использую. А выхожу вот такими способами из положения, такими фрезами и шкантами. Поскольку на самих рамках, в общем-то, основные операции уже сделаны, нужно подготовить еще и сами филенки. Вот эта заготовка к ним. Вот вторая. Я в этот раз решил использовать для изготовления филенки вот такую фрезу. Это
Это фреза, уже бывшая в употреблении. Фреза для изготовления минажницы. Вот здесь полагался большой подшипник. Подшипник у меня при работе разлетелся. Хорошо не в глаз полетело. Вот, поэтому я все это удалил и подумал, что фреза-то, в общем-то, интересненькая. Еще один момент ее использовать. Дело в том, что толщина в данном изделии, толщина рамки и толщина филенки одинаковая. Поэтому, чтобы филенка не выпирала наружу относительно рамки, я должен выбрать с тыльной стороны и выбрать с лицевой стороны. Начинаю я всегда с тыльной стороны. Делаю я это уже не первый раз, но вот с помощью этой фрезы впервые. И думаю, что, в общем-то, она мне для этой цели очень сильно пригодится и сейчас, и в дальнейшем. Начну с филенки, чтобы иметь возможность собрать фасад на сухую. Я выбрал некоторый объем древесины с обеих сторон, с одной настройки. Толщина вот этой части 5 мм. Это как раз соответствует отступу на рамке. Теперь деталь получилась пока универсальная. Может быть это лицевой, а может быть это лицевой поверхностью. Теперь нужно отобрать, которая все-таки будет лицевая. И с той части отобрать еще несколько, чтобы вот здесь осталась толщина 6 мм. Если будет изначально в рамку входить очень туго, практически с кияночкой, ничего страшного. Вполне возможно, что не нужно будет проходить еще фрезером, а достаточно лишь подшлифовать. У меня здесь, видите, полосочки появились. Это все еще дошлифовывают. Так что какие-то полмиллиметра вы обязательно снимете. Ну, по крайней мере, у меня так получается. Ну, в общем-то, я доволен результатом. Вот эта часть у меня теперь получилась лицевая. Вот так все это дело выглядит. Тут, конечно, небольшие прижоги. Но дело в том, что цвет изделия будет темный. Я, конечно, все это отшлифую. Вот, и постараюсь их убрать. Но без фанатизма. Чуть-чуть останется. На темном этого заметно не будет. Ну и кроме того, у меня есть такая хитрость, чтобы при усыхании белые полоски из филенки не появлялись. Я вот эту часть, которая вставляется в пазы, обжигаю газовой горелочкой. Не крашу, в общем-то, а обжигаю. Тогда даже если она усохнется и покажется, то покажется не беленькая, а темненькая.
Это нужно еще равнять, стягивать и склеивать. Ну, в целом результатом я доволен. А сейчас, перед тем как склеить, мне нужно еще обработать с внутренней стороны радиусной фрезой вот такой 2 миллиметра кружочек, внутреннюю кромку, потому что потом доступ к ней будет затруднен. Уголочки у меня не очень хорошо сошлись. Вот, но поверьте, это стало намного лучше, чем я обнаружил, что отпилил их практически без настройки. Ну ничего страшного, думаю, что шпаклевочкой все это дело закроется, а шканты удержат надежно. Следующим этапом пойдет шлифовка внутренних поверхностей. К сожалению, я это могу делать пока, по крайней мере, надеюсь, только вручную, с помощью кусочка наждачной бумаги и пеноплекса. Перед тем, как обжечь края, я слегка заброширую, слегка состарю и поцарапаю лицевую поверхность. Делать я это буду с помощью вот такой чудо-машинки. Она предназначена для работы вручную, но иногда, если очень хочется, ее можно использовать немножко стационарно. Ну, и наступил черед клеить.
Ну вот, прошло часа полтора, клей схватился, можно продолжать работать дальше. Я очень удивлен. Углы не должны были сойтись, но они сошлись. Это очень интересно. Так, ну вот. Размерчики немножко расходятся. Да, вот как раз миллиметра 2 на ощупь. И с одной стороны, и с другой стороны. Ну ничего страшного. Обкатаю по меньшему фасаду. Раз углы 90 градусов, мне меньше работы. Мне удалось превратить размеры этих двух фасадиков в идентичные с помощью нехитрого способа. У меня где-то есть здесь в хозяйстве очень тоненький малярный скотч, но я к нему всегда относился с недоверием, с такими операциями, поэтому я пошел вот по такому пути. Я взял и соединил эти два фасада не лицом к лицу, а попа к попе. А соединил вот таким способом. Взял мелкие гвоздики, откусил у них шляпки, потом заколотил их в нижний фасад, который лежал лицом вниз. Сопоставил эти два фасадика, посмотрел, что мне нужно конкретно обкатать, и надавил. Удара киянки даже не потребовалось. Это вот они, эти повреждения небольшие. Вот их видно, да? Раз, два, ну и тут внизу, соответственно. Они замажутся шпаклевкой. Это тыльная сторона, никто их никогда не разглядит. Ну, видимо, есть и более культурный способ. Мне этот способ показался надежным, оправданным и быстрым. Вот. Теперь осталось вытащить пассатижами эти гвоздики, нанести шпаклевочку там, где требуется, и приступить к следующему этапу. Вот на этих уголках 45 градусов. Дабы потом не появилась трещинка, трещинку я задаю заранее. Так называемый, если я не ошибаюсь, если я правильно это называю, наношу термошов. Шпаклевка моя подсохла очень быстро. Дело в том, что помещение отопилось очень хорошо. У меня сейчас 25 градусов. Вот. Поэтому буду приступать к изготовлению этого самого термошва. Буду его делать с помощью вот такой фрезы. У нее какое-то есть наверняка специфическое название. Я сейчас заказал еще несколько фрез, где не под углом, а немножко с радиусом будет расходиться. Но их ждать еще практически месяц, а терпения нет. И надо уже закончить это изделие, по крайней мере с фасадами закончить, чтобы каркас собирать.
Вот. Поэтому сейчас термошов я буду наносить вот именно этой фрезой. А, Изготавливая такую канавку, вот этот термошовчик, я убиваю двух зайцев. Во-первых, при склейке под 45, ну, по крайней мере, я столкнулся с такой проблемой, что когда древесина немножко подсыхает, вот эти трещинки, щелки, сейчас это все гладенько, потому что я зашлифовал, они все равно обнажают свой рельеф. Проводишь ноготочком, и их чувствуется. Вот это неизбежно. Поэтому я их сейчас углублю и придам им декоративные свойства. Недостаток в достоинство. Ну и кроме того, я пришел к выводу, наверняка мои слова будут подтверждены многими, что термошовчик может быть в меньшем размере. Нужно повторять и на тыльной стороне тоже. Вот. В конце концов, о качестве работы потребитель судит не по нормальный потребитель, потому что бывают разные. Нормальный потребитель судит по тому, как сделано внутри, как сделаны невидимые части. Видимые, если ты хочешь торговать, они у всех сделаны одинаково. Ну, должны быть одинаково хорошо. А вот невидимые многие пренебрегают. Это очень важно. Важно, чтобы потребитель увидел, что внутри мастер тоже приложил руки, приложил усилия, подумал головой. Не бросил, а сделал. Поэтому я сейчас начну это делать с тыльной стороны, едва-едва касаясь, может быть, на миллиметр всего углубившись. Да, и забыл сказать про второго зайца. Дело в том, что вот именно с этими фасадиками, вот именно с этими экземплярами я выходил из положения, потому что я косякнул, но я в самом начале об этом говорил. И кое-где вот эти линии в сам уголочек не выходят. Ну вот видите, вот здесь вот миллиметр, это будет резко бросаться в глаза. Это нехорошо. Текстуры встречаются, и будет видно, что уголочек не ушел в сам угол. Вот стык этих двух текстур будет бросаться в глаза. Так вот, этой канавкой, если я ее размечу точно из уголка до уголка, я поправлю и эту картину тоже. Вот. Мало того, что не разойдется и трещинка не появится, так и направление, геометрию я подчеркну вот таким способом. Вот они, два зайца. Не пугайтесь, что я это делал вручную, без направляющей. Это не одноходовая операция.
Ну и осталась одна операция. Обкатать эти фасады по периметру с помощью радиусной фрезы 2 мм. На лицевой стороне я делаю со ступенечкой. На лицевой стороне, которая в принципе по глубине совпадает и глубине этой канавки. Вот. А тыльная сторона практически за подлицом. Но если будет маленькая ступенечка, ничего страшного. Лишь бы она была идентичной по всему периметру. Знаете, у меня не очень много инструментов. Я очень сильно ощущаю нехватку в этих инструментах. Но думаю, что даже при наличии практически всего инструмента последний штрих все равно ручками. Все равно ручками. Мои фасадики готовы под покраску. Я закончил их шлифовать машинками, руками. Закончил с брошировкой. Закончил с окончательной обработкой, что касается столярки. Осталось все это дело покрасить. Вот, и положить на каркасы, которые я еще не делал. Но я их буду делать в следующий раз. Там тоже есть сложность. Я опять буду заморачиваться с утолщением донышка и крышки. Вот. Донышко и крышка одновременно являются еще и нижним карнизом и верхним карнизом. Но об этом в следующий раз. А сегодня столярная работа закончена. Всем пока.